Среди людей с РПП очень много людей, у которых нет отношений. Иногда среди них есть люди, у которых никогда не было полноценных отношений. И, конечно же, возникает вопрос, почему? Потому что эти люди делают все для того, чтобы быть красивыми, привлекательными, хорошими, удобными, а отношения не складываются. Сегодня буду рассказывать, почему. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня конкретно я буду рассказывать о том, почему среди людей с РПП так много людей, у которых нет отношений. На самом деле есть люди, у которых есть отношения, но очень часто эти отношения тоже такие, знаете, специфические. И когда я сегодня буду говорить о том, почему нет отношений, я думаю, что многие, у кого есть отношения, тоже себя узнают, потому что эти отношения такие, они перенимают много черт. То есть люди, у которых нет отношений, это такой экстремальный вариант, а те, кто вступают в отношения, они все-таки стараются сохранить вот эти вот признаки как бы отсутствия отношений, как бы они как бы и есть, но как бы так там все время что-то не так. Так вот, почему нет отношений? Вообще важно сказать, что подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и комментируйте. И, пожалуйста, помогайте каналу продвинуться, потому что так больше людей с расстройством пищевого поведения будут находить эти видео. И, надеюсь, они будут им полезны. Так вот. Вообще отношения это важная часть нашей жизни, важная, потому что на самом деле абсолютному, подавляющему большинству людей, у которых нет каких-то таких знатных особенностей или отклонений психических или психологических, отношения нужны. Мы животные социальные. Нам нужен кто-то, нам нужна своя группа, нам нужна семья, маленькая группа близких людей. И нам вообще нужен хотя бы один человек для того, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Хотя бы один близкий человек. И об этом говорят исследования. Нам просто это нужно. У нас есть потребность такая очень-очень значимая, которая появляется очень-очень рано в нашем развитии. Это потребность в принадлежности, потребность быть частью какой-то группы, какого-то сообщества, потребность быть не одному. Потому что быть одному человеку опасно, и всегда было опасно. Мы слабенькие, мы на двух ножках бегаем, мы голенькие, мы как бы зубки у нас так себе, коготочки у нас так себе. Мы не от хищника убежать, не добычу догнать. А один человек – это человек, который погибнет просто в процессе эволюции. Он просто не сможет размножиться, умрет раньше. И поэтому, в том числе поэтому, мы, собственно, научились жить группами, помогая друг другу, поддерживая друг друга, делать что-то вместе, делать сообща. Для нас это безопасно, для нас это комфортно. Так мы видим счастье. Зачем нам нужны отношения? А вот то, какие у нас будут отношения во взрослом возрасте, зависит, конечно же, от того, какие у нас были отношения в детстве. В детстве у человека есть значимые отношения. Это отношения с родителями и, конечно, прежде всего с мамой. Вот то, какие отношения у нас были в детстве с мамой, те же отношения, тот же тип отношений, те же черты отношений у нас будут во взрослой жизни. Не в том смысле, что если мама нас, допустим, била, то мы обязательно найдем мужчину, который будет нас бить. Хотя очень часто, буквально, иногда эти отношения прямо воспроизводятся во взрослой жизни, прямо воспроизводятся. То есть если отец был алкоголиком, я найду себе алкоголика и буду его спасать.
Если мама была холодная и отстраненная, я найду себе такого же холодного и отстраненного мужа и буду страдать от этого, от его холодности и отстраненности, как я страдала от матери. Если у меня была ипохондричная мать, которая все время болела, с высокой долей вероятности я найду себе мужчину, у которого тоже масса проблем со здоровьем. Меня это не отпугнет. Более того, это как будто закроет какой-то гештальт, и это то, что для меня нормально. Это вообще, когда мы вот буквально воспроизводим отношения, но чаще всего мы воспроизводим тип привязанности. То есть есть такое понятие в психологии, как тип привязанности. Это та самая привязанность, которую мы формируем к родителям, как правило, к матери, ну или там к человеку, который ее заменяет. Привязанностей выделяют несколько типов, но вот эти люди, ну там здоровая или безопасная привязанность, тревожная привязанность, избегающая привязанность, там, амбивалентная привязанность или дезорганизованная привязанность, ну там по-разному, в разных классификациях. Но вот эти люди с РПП, у которых нет отношений или отношения такие довольно специфические, это, как правило, люди с избегающим типом привязанности. Вообще среди РПП, ну, наверное, ну очень много. Но если не подавляющее большинство, то просто большинство людей имеют избегающий тип привязанности. Что такое избегающий тип привязанности? Избегающий тип привязанности – это когда вы привязываетесь к людям, как бы, то есть вы можете привязаться к людям, но вам там небезопасно. То есть когда вы подпускаете кого-то к себе достаточно близко, вы даете возможность этому человеку причинить вам боль. Физическую, но что более важно, эмоциональную боль. То есть если вы как бы привязываетесь к человеку, если он становится для вас важным, если он становится для вас близким, он получает возможность вас бросить, он получает возможность вас обесценить, он получает возможность вас критиковать, причинить любую боль вам, изменять, лгать, говорить ужасные вещи. Пока мы как бы, пока он не близко, пока мы общаемся вот как светские люди, ведем какие-то смолтоки, то у него нет такой возможности. А если я его впущу в свою жизнь, если он узнает, какие у меня болевые точки, он на них надавит. И рассуждают так, и чувствуют так обычно люди, у которых есть опыт того, что в их детстве, в их отношениях со значимым взрослым, с мамой, им делали больно. Физически, как я сказала, но что гораздо важнее, эмоционально. Потому что это были какие-то такие мамы, ну, классические мамы, отвергающие, критикующие, мамы злые, агрессивные, жестокие матери. Ну, то есть это были какие-то такие матери, от которых было больно, которые могли легко причинить боль. И вот этот маленький ребенок в какой-то момент решил, что лучше как бы держаться подальше. Ну, так сильно не сближаться. Вот я буду там сидеть где-то в своей комнате или где-то там в уголке, вообще не высовываться. Я сейчас высунусь, там родители орут друг на друга, я попаду под горячую руку, на меня наорут, меня в чем-нибудь обвинят, мне расскажут, какая я плохая. Да ну к черту, ну в баню. Вот буду сидеть у себя в комнате, читать книжку, и нормально мне будет. Я туда даже не пойду. Есть, конечно, вероятность, что они ко мне придут, все равно, чтобы мне рассказать, какая я плохая. Но лучше, ну как бы больше шансов у меня все-таки тут вот отсидеться где-то. Или вообще лучше вообще сольюсь, уйду гулять и не буду приходить, пока там все не успокоится. Для таких людей, вот это так формируется избегающий тип привязанности, когда вы начинаете избегать близких отношений, потому что вам небезопасно. И вот такие люди с РПП, у которых нет отношений, для них любовь и близость равно боль. Они страдают в отношениях, они выбирают каких-то не тех все время людей. Эти не те люди относятся к ним плохо, они их обижают, они их отвергают. Все время происходит какая-то, ну вот какое-то разочарование, и обычно очень болезненное от отношений. И они снова и снова убеждаются в том, что любовь и близость – это боль.
Это распространяется и на друзей, потому что если он знает о тебе все, то он как-нибудь сможет тебя уколоть или как-то разболтать твои тайны, и другие люди смогут тебя уколоть. Ну, в общем, лучше не подпускать человека близко. Но тем не менее отношения нам нужны. Такова наша природа. И у людей с РПП возникает такой очень характерный конфликт. А у людей с РПП, вообще у людей травмированных, у людей с РПП, у людей с психологическими проблемами, как правило, есть какие-то внутриличностные конфликты, из-за чего они не могут жить спокойно, потому что их тянет в противоположные стороны. Так вот, люди с РПП – это, как правило, люди, которые любви в детстве недополучили по разным причинам. То есть, если мама была хорошая, то она, скорее всего, была либо отстраненная, либо занятая своими проблемами, либо она много работала, либо она была очень требовательная, либо еще что-то. То есть, я не получила любви. Либо мама была критикующая, либо мама была в депрессии, либо мама была очень занята, либо мама была, ну вот, в общем, недолюбили ребенка. Вот это, люди с РПП – это такие недолюбленные дети, как, собственно, и большинство людей. Меня часто упрекают. Вот вы говорите про РПП, а это вот про всех травмированных. Ну, я всегда говорю в таком случае, люди с РПП – это люди. На них распространяются все те же принципы работы психики, как и на всех остальных людей. И это нормально. Я просто объясняю, как это происходит конкретно у людей с РПП. Так вот, что я отвлеклась. Вот, люди с РПП – это недолюбленные дети. Иногда перелюбленные, но эта перелюбовь, она тоже очень специфическая, потому что там копнешь поглубже, и ты находишь вот эти вот сложности, когда ребенка, например, любили, но оценивали только по достижениям. Или когда ребенка, например, любили, но при этом очень любили его, когда он красивенький, худенький там, и так далее. Или когда он не доставляет никаких проблем. Так вот. Ну, естественно, ребенок не доставляет проблем, потому что он быстро понимает, что надо не доставлять проблемы, и его типа любят. Так вот, люди с... Пятый раз подхожу к одной и той же мысли. Люди с РПП – это недолюбленные дети, которые жаждут любви. Люди с РПП живут с жаждой любви. С жаждой любви, принятия, близости и тепла. Эта жажда часто осознается достаточно ясно. И анорексики ее осознают, эту жажду любви. Они хотят, чтобы их приняли, чтобы они перестали считать себя отвергнутыми, чтобы они перестали себя считать недостойными любви. Люди с булимией они просто ищут эту любовь с каким-то маньячным упорством. Люди с компульсивным перееданием тоже страдают от того, что любви нет. Они чувствуют пустоту, они чувствуют одиночество, они чувствуют эту горечь от того, что нет любви. И вот этот конфликт, когда с одной стороны любовь – это боль, а с другой стороны я хочу любви, она мне нужна, вызывает всякие интересные такие, хотела сказать, перверсии, то есть извращения. Это не извращение. Но всякие такие особенности проявления вот этой жажды любви и боязни в одно и то же время. Например, люди с анорексией, которые очень хотят, чтобы их полюбили, они готовы для этого худеть, они готовы для этого умереть. Они просто очень четко считают, что их будут любить тогда, когда они будут идеальными, и в том числе идеально красивыми. А идеально красивыми значит идеально худыми. И желательно, чтобы уже выглядеть умирающим, чтобы прям выглядеть больным, несчастным и нуждающимся в помощи и спасении. При том, что они отвергают помощь и спасение, потому что задача так выглядеть. Не чтобы тебя спасли, а чтобы выглядеть вот таким больным и умирающим. И почему? Потому что человек с анорексией избегает любви чужих людей. Для него там опасно. Он там боится почувствовать отвержение. И он выбирает для себя безопасную любовь. Как правило, это мама. И мама, которая, возможно, была какой-то вот такой, не давала эту любовь, видя умирающего ребенка, начинает эту любовь ему давать, как правило. И подросток с анорексией вцепляется в маму
Иногда это попытка вцепиться в каких-то других людей, в мужчин, которые будут их спасать и, значит, будут их любить. А когда меня спасают, я в безопасности. И ничто не вызывает у человека с анорексией такого гнева, как отказ в любви со стороны вот этого человека, например, мамы. Когда мама начинает злиться, ругаться, требовать, чтобы он ел, и это уже не про любовь. Или мама, вдруг я стала есть, мне стало получше, и мама вдруг решила заняться собственной жизнью, и я опять чувствую себя отвергнутым. Это вызывает у людей с анорексией много боли, и поэтому много ярости, много злости на себя, там возникает самоповреждение, еще что-то, или они просто кричат и бросают вещи, или они морят себя голодом, снова уходят, чтобы получить эту любовь, потому что она очень им нужна. И там тоже любовь — это боль, но там ее меньше. И там я понимаю, и там я знаю, что меня будут любить. А в окружающем мире меня любить не будут. И от этого мне будет очень-очень больно. Поэтому я буду сидеть здесь, я буду сидеть, держась за маму, оставаясь маленьким, отказываясь взрослеть. Потому что как только я повзрослею, меня отправят. Скажут: иди живи свою жизнь. А кто же будет меня любить? А кто будет меня любить, кроме мамы? Да, я понимаю, что мама любит меня только пока я болею. Но я хотя бы получаю эту любовь, я согласен на этот суррогат. Что касается людей с булимией, то они прямо очень активно, как правило, ищут отношений. Они все время с кем-то знакомятся, они ходят на свидания, у них все время какие-то романы. Проблема в том, что эти романы, как правило, вот у тех булимиков, у которых нет отношений, они, как правило, ни к чему не приводят. Они быстро заканчиваются, они как-то вот захлебываются. Там, через неделю, через 2, через месяц, ну через 3 месяца. Почему? Потому что человек с булимией, который одновременно и хочет любви, и боится, и избегает ее, он будет выбирать для отношений самых негодных для этого мужчин или женщин. Самых негодных, таких, у которых на лбу написано, что со мной невозможно никакие нормальные отношения, тех, которые говорят это прямо. Они говорят: я не планирую, там, мне не надо, я не собираюсь. И вот когда такой мужчина сигнализирует женщине с булимией, например, женщине, что со мной ловить нечего, она получает сигнал, что тут безопасно, тут на мне не попытаются жениться, тут со мной не попытаются войти в этот близкий контакт. И я могу начать играть в эту игру, когда либо я его догоняю, он от меня убегает, либо, если, не дай бог, он начнет меня догонять, я буду убегать. И люди с булимией все время следят за тем, чтобы сохранялась эта дистанция, чтобы не было близости. И булимия позволяет, благодаря тому, что есть много стыда, связанного с булимией, благодаря тому, что люди с булимией, они просто не могут срываться часто в присутствии других людей, они не могут, или это очень избранные какие-то люди, и это всегда такие тяжелые переживания, это некрасиво, это неприятно, это стыдно, поэтому люди с булимией скрывают это. А как вы будете это скрывать, если вы живете в одной квартире? Это сложно. Скрывают все равно, но вот эта дистанция между мной и человеком, который пытается ко мне приблизиться, очень-очень важна, потому что любовь — это боль. И люди с булимией очень страдают от одиночества. Им нужно, чтобы их кто-то полюбил. Но это настолько небезопасно для меня, что я буду искать эту любовь и никогда не найду. Это как с едой. Я и хочу ее, и не могу ее принять, не могу ее в себе оставить, потому что она мне навредит. Вот это полное повторение ваших отношений. Вы хотите, вы ищете, вы как бы находите, но вы не можете это оставить, и поэтому вы отвергаете это, и вам так безопасней. Ведь вырывать еду или каким-то еще образом очищаться — это тоже про безопасность, потому что так я не потолстею, так мне безопаснее, чем я буду есть и толстеть. Так мне небезопасно.
А что касается людей с компульсивным перееданием, то там немножко другая история, потому что люди с компульсивным перееданием, вот этот лишний вес и компульсивное переедание, оно с одной стороны позволяет им в принципе избегать отношений, в принципе. Вот они говорят себе, ну, особенно близких, любовных, у них, я говорила, что у них есть друзья, как правило, там отношения с родственниками, но близких отношений они стараются избегать, потому что для них это связано с большими разочарованиями. И они поэтому говорят себе, когда похудею, вот похудею, тогда. А с другой стороны, для людей с компульсивным перееданием лишний вес – это причина для того, чтобы оставаться в неудовлетворительных отношениях. И это тоже про поиск любви и страх любви, потому что я понимаю, что эти отношения не удовлетворяют меня по многим причинам. Я понимаю, что они такие немножко суррогатные, но я все равно в них остаюсь, потому что я, а на что еще я могу рассчитывать, пока не похудею? Кто еще меня полюбит, пока я не похудею? И так они как бы гарантируют себе то, что они не будут в одиночестве, ну хотя бы так. То есть два варианта у людей с компульсивным перееданием. Либо я вообще не вступаю в эти отношения и говорю себе, что я вступлю в них, как только похудею. Либо я остаюсь в отношениях, в которых мне плохо, и тоже как бы жду, пока я похудею, и тогда как-то все улучшится. И тогда все станет, мне наконец-то станет это все нравиться. И в этом смысле, к чему я вообще веду? В этом смысле расстройство пищевого поведения, не только булимия, я хотела сказать булимия, расстройство пищевого поведения по сути помогают людям с расстройствами оставаться вот в этой безопасной зоне, когда у меня нет отношений, которые мне очень хотелось бы иметь, но у меня их нет, потому что так мне безопасней. Как я сказала, РПП делает для нас какую-то работу. Оно вроде как плохое, но неплохое. Оно работает на нас, оно служит нам, оно помогает нам адаптироваться в этом мире, и адаптировать свои травмы и свои проблемы к этому миру. Поэтому, что тут скажешь? РПП – это ведь часть нас, поэтому оно нам и помогает. Что делать? Ну, я не знаю, что делать. Если ситуация в том, что если вот эти проблемы, вообще, сейчас сформулировала, ваши проблемы в отношениях не связаны с РПП. Даже если вам кажется, что я не могу вступать в отношения, потому что на самом деле все наоборот. Потому что вот у меня это есть, потому что я не готова вступать в настоящие близкие отношения. А не готова я вступать в настоящие близкие отношения, потому что близость – это боль, любовь – это боль, это разочарование, это что-то для меня крайне тяжелое, что мне сложно будет пережить, с чем мне сложно будет справиться. Поэтому в этой конкретной ситуации нужно разбираться не с РПП, не худеть, чтобы вступить в отношения. В этой конкретной ситуации надо разбираться вот с этой формулой «любовь – это боль», с этим типом привязанности и четко понять и четко осознать, что это решение «любовь – это боль» приняли не вы, точнее не вы сейчас, это решение принял ребенок, потому что он не мог выбирать. Вот у него какая мама досталась, такая и досталась, такую он и любит. И такую, вот он хочет, чтобы эта мама его любила. У взрослых людей есть возможность выбирать. Мы не обязаны вступать в отношения, в которых нам будет плохо. А если мы вступаем в отношения и нам там плохо, у нас всегда есть возможность уйти из этих отношений. Мы не вступаем в отношения, мы не обязаны вступать в отношения раз и на всю жизнь, как это было у ребенка. И поэтому вот это ощущение, что если я вступлю в отношения, мне там будет плохо, и мне там будет плохо всегда,
Оно ложное, оно ошибочное, оно детское. Надо работать про маму, надо работать про свое детство, психотерапия я имею в виду, надо работать с этим страхом. А РПП, когда вы с этим разберетесь, РПП получит еще один как бы вот такой пункт, как бы такую еще одну галочку, что вот здесь оно мне больше не нужно. Я этого больше не избегаю, отношений и близости, поэтому здесь мне РПП не нужно. Вот эта работа больше не нужна, ее не нужно больше делать. А РПП уходит когда? Когда оно перестает быть нужным. Не когда вы научаетесь есть как надо, не когда вы следите за тем, чтобы у вас было достаточно еды, чтобы вы не делали слишком большие перерывы, бла-бла-бла-бла-бла. РПП уходит тогда, когда оно перестает быть вам нужным для решения каких-то ваших задач, для защиты вас от чего-то. Поэтому, разбираясь с теми проблемами, для которых нужно РПП, вы избавитесь от РПП. РПП просто уйдет, потому что РПП – это адаптация. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про то, как РПП связано с тем, что у вас нет отношений, если у вас нет отношений. А почему я говорила о том, что часто люди имеют отношения, но могут себя узнать? Потому что, например, булимики часто, не всегда, часто, даже когда вступают в отношения, вступают в брак, они все равно держат дистанцию там. Они все равно ее как бы... Вот я к тебе поеду, но ночевать не останусь, потому что, во-первых, мне надо поесть, мне нужны твои 32 шампуня, мне нужно то, мне нужно это. Или там, то есть как-то эту дистанцию все равно выставляют. Вот это я тебе говорю, вот это я тебе не говорю, вот тут я с тобой делюсь, а вот это слишком лично, извини. И анорексики, даже когда они заводят друзей, они тоже дружат так, знаете, вот об этом можно говорить, об этом нельзя говорить, я должна заранее продумать, что я буду говорить, иначе я буду скучной, и со мной никто не захочет общаться, поэтому я должна подготовиться, заранее придумать темы для разговора, как я буду шутить, чтобы вот я не показалась кому-то вот такой занудной и неинтересной. И это тоже про то, чтобы не быть собой, ведь правда? Это тоже про то, чтобы не быть собой. Ну а люди с компульсивным переданием, как я сказала, часто вообще уходят в тотальную оборону. Типа, не-не-не, мне сейчас не до этого, нет, вот сейчас надо похудеть, вот собраться, вот я вот там столько-то килограммов сброшу и тогда заживу. Ну, классика. Вот, собственно, все, что я хотела сказать о том, почему у людей с РПП часто нет отношений. Ну и все, подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них, как всегда, в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть чат для обсуждения. Если вы не видите ссылку на чат, спрашивайте в комментариях, я вам ее дам. И все, пока.